Ребят, всем здравствуйте! Сегодня я вам хочу показать одну орхидею, которая требует моего внимания. Это орхидея Surf Song. Что же с ней не так? Ну, как видим, тургор у нее потерян. Это, конечно, говорит о том, что идет корневая гниль, либо там корневой системы нету. Можете ругать меня там, закидывать в комментариях что-то плохого, гневного писать. Ну, конечно, мы об этом посмотрим чуть позже, что у нее. Но что хочу сказать в свое оправдание. Эта орхидея у меня была пересажена, сейчас посмотрим, в сентябре, 5 сентября. 4 месяца назад. И посадка у меня была для меня экспериментально. Это была посадка на фитиле. Вот, как мы видим, этот фитиль. И знаете, ребят, очень сильно я понадеялась именно на данный фитиль. Потому что, как мне ранее писали подписчики о том, что очень помогает в плане полива, что поливать нужно реже. И вот эта вот нить, она доставляет в воду грунту, корням и все такое. Но все равно со временем я иногда сюда заглядывала в грунт и постоянно наблюдала такую картину, что орхидея у меня сохнет. Один раз смотрю там, то есть раз в месяц посмотрю, сохнет, да, и уже начинаю обычно поливать. И очень сильно понадеялась прямо на фитиль. Мне казалось, что это, да, действительно та самая система, которая будет помогать мне в поливе. Но все пошло не так, как мне хотелось бы. Я не знаю, в чем здесь причина именно того, что почему фитиль-то он не сработал и не давал грунту и корневой системе влагу, воду, почему вода-то не проходила по самому фитилю, я, конечно, не знаю. И вот ранее тоже, я наблюдала, да, за такой картиной, что тургор у орхидеи теряется. Я раз посмотрю, вижу грунт сухой, поливаю. И вот так вот постоянно. Я еще раз повторюсь, что я надеялась на фитиль. Думала, все работает нормально. Но из-за каждый раз, когда я подходила, видела такую картину, что листья у орхидеи морщинятся, я полностью погружала. И в этот раз тоже я последние два ее полива полностью погружала. Вроде бы тургор, он нормально приходил в норму, но после данного полива все уже. Тургор в норму не приходит. И это говорит о том, что у орхидеи проблема и конкретная проблема внутри горшка. Давайте ее отсюда, конечно, доставать и смотреть. Так содержать уже орхидею больше ни в коем случае нельзя. И, дорогие мои подписчики, дорогие мои зрители, я хочу вам сказать лишь об одном, что надейтесь только на себя. Больше орхидею я в такую посадку усаживать не буду. Я говорю о том, что это не мое. И, ребят, хочу задать вам такой вопрос. Я стала замечать такую ситуацию, по прошествии многих лет, что занимаюсь орхидеями. Есть определенные сорта орхидей, которые не приживаются у меня. У меня не приживается Surf Song, у меня не приживается вот эта вот орхидея. На картинке ее посмотрите, название не помню. Так, у меня не приживается Каода и не приживается Дикий Кот. Вот эти вот, пока вот сейчас стою и сколько я вспомнила, именно эти орхидеи, они у меня все время гибнут. Если, допустим, брать именно Surf Song, то я его люблю и даже везде на заставках это стоит именно Surf Song. Я-то считаю, что это такая символическая моя фотография. С этим сортом я не могу ужиться. Постоянно ранее, когда у меня орхидея была именно этого сорта, у нее то случается гниль на шее. В основе это была гниль на шее. Тоже там какие-то корневые. В общем, какая-то проблема, да, есть. И это именно этот сорт, я не могу с ним подружиться. Вот прям честно вам говорю, не могу. Ну что ж, давайте глянем на состояние корневой системы. Здесь низ-то он изгнил. Ага. Ситуация-то, значит, какая получается? Вот сейчас стою и соображаю. Посмотрите, на низу-то все корни мокрые, а наверху-то все корни сухие. Это говорит о том, что фитиль-то он сработал, но как-то неправильно, не до конца. И сейчас тоже так же смотрю вот на эти, да, фитилечки. Это получается вот это низ, а вот это уже все, что было в грунте. И вот этот низ-то он мокрый. А верх-то у фитиля вода-то доходила, значит, неравномерно распределялась по фитилю. Да, вот здесь такая же ситуация, низ мокрый.
И вот здесь фитиль-то он идет сухой. Это говорит о том, что вода внизу, вот здесь, где фитиль был, очень, видимо, постоянно держалась, влага долго, а до верха она не доходила. И посмотрите, какая ситуация. Это вот так оно, как еще, оказывается, бывает. Низ сгнил, а верх, вот он. Их даже видно, корни, что они усыхают. Посмотрите. Они действительно усыхают. И все равно даже вот сейчас смотрю на орхидею и понимаю, что не буду я пользоваться данным методом, именно фитилем. Она вообще изначально была обожжена солнцем. Так, только не вижу где. У нее был солнечный ожог, она его получила вместе с Леко Фантастик. Может быть, на тот момент тоже иммунитет упал, какая-то болячка немножко подразвилась, и неправильное содержание вот именно на этом фитиле сказалось и сделала то, что уже сделано. Сейчас необходимо обработанным секатором, удаляя полностью цветоносы. Она недавно, буквально на почке, выпускала еще один цветонос. Я его сразу же удалила, потому что болеющим орхидеям цвести нельзя давать. И все, цветонос убираю, чтобы она вообще внимания на них не обращала. Там никаких цветоносов, никаких деточек в будущем не наращивала. И полностью стригу корневую. Стригу ее даже вот здесь от основания, потому что я вижу, что далее смысла нет. И вот у сурфика также, вот замечая ранее, когда у нее развивалась корневая, она, знаете, такая была тоненькая, вот какие-то такие, как будто меленькие червячочки. Если у вас есть сурфик, напишите мне, правда ли у него такие вот прям тонюсенькие. Бывает же, что орхидея какая-то маленькая, но у нее такие при этом жирные, хорошие корни. А у нее вот именно у сурфика вот такая корневая. Я думаю, что вы в курсе вообще, какую корневую нужно стричь, какую корневую нужно оставлять. Вот прям смотрим все дотошно, внимательно. Если вы тем более новичок, каждый корешок вам необходимо прям вытянуть его, откуда он растет, и его просмотреть. Вот сейчас чуть позже вот про этот корень покажу вам. Сейчас состригу все плохое. Вот, допустим, корень идет с конца гнилой. Далее, идет уже такой твердый, хороший, нормальный. Я его здесь вот отстригаю. Так еще можно отстричь. Вот так, захватывая здоровую ткань. Здесь то же самое. Вот он плохой, далее идет хороший. Вот даже вот эти вот корни. Ребята, я вспомнила. У нее, смотрю, солнечный ожог-то же она получила еще на листьях. А у нее же на корневая обожглась-то точно. Все понятно. И может быть и не фитиль. Я говорю, Бог ее знает, что там уж получилось. Возможно и такая ситуация, что когда она получила солнечный ожог, но при этом она корневую наращивала хорошую, нормальную, я ее сюда усаживала именно с активной корневой. Я орхидеи стараюсь именно в такой период усадить. Если она спящая, не растущая, я не трогаю. Но может быть также и холодные подоконники сказались. Точно, да. При том, что она ранее получала уже такой большой стресс именно на самой корневой системе. И холодные подоконники могли дать свои вот такие нехорошие плоды. Может быть и не фитиль, в этом виновата я здесь фитиль весь ругаю. Но опять же, видите, корневая-то как гниет не то чтобы раз и один корень полностью сгнил, второй, а именно только лишь низ. Поэтому меня изначально и подвигнула на такую мысль. Вот корневая вот даже изначально тоже при пересадке вроде бы она такая хорошая, активная. Вот в этом видео можете про нее изначально посмотреть, что с ней вообще с орхидейкой было, как мы ее сюда пересаживали. Сами можете удостовериться в том, что было все хорошо. И вот буквально такое количество корней у меня остается. И вот такой ком корней я буду уже выкидывать. Видите, все гнилое, непригожее абсолютно.
Ой, ребят, девчат, вы даже не представляете, как я мечтаю о стеллажах. Вот сейчас вам показываю, да, некоторые ситуации, ну, уже вот из последних видео. Если я говорю там, где продажа, именно были те орхидеи, которые шли на продажу, это и были орхидеи на продажу, а это именно моя. Но они содержатся на холодных подоконниках. И вот это прям беда-беда. Что летом беда, солнце настигнет, прям то сильно палит, вот как здесь тоже изначально случилось, корни сгорели, то зимой начинает холодеть. Это, короче, вообще проблема. Это трэш какой-то. Может быть, некоторые, кстати, орхидеи мои, которые нормальные, крепкие, они, дай бог, пока стоят нормально. Никаких проблем у них нету. Вот это вот изначально она и болела, и поэтому она мне сейчас такое выдает. Вы также можете меня спросить о том, для чего я сняла листья вот эти нижние. Ну, как вы видели, они изначально уже вот некоторые желтые. Это говорит о том, что орхидея оттуда берет питание. Ладно, сейчас я ее усажу уже правильно, буду лечить фунгицидами. И нормально справится, ничего. Также листья убрала для того, чтобы мне можно было заглубить посадку. Сделать ее пониже. Листья у нее еще, дай бог, есть. Поэтому я имею полное право снять именно те листочки. И вот эти все чешуйки. Все это также снимаю. Чешуйки необходимо снимать для того, чтобы, когда они в будущем у вас даже в посадке высохнут, туда будет попадать вода, если вы будете орхидею неправильно поливать. И вода остается в этих сухих чешуйках, и начинается гнилостный процесс. Еще, конечно, я вот именно грешу на то, что этот сорт, он никак не хочет у меня жить. Интересно ваше мнение тоже, если у вас такие орхидеи. У моей сестры тоже есть некоторые такие орхидеи. Вот сколько бы она ни брала, что бы она ни делала, но не живет этот сорт, и все, вот, ну никак. Далее, что я буду делать? Все чешуечки все сняла, все нормально. Именно сейчас, перед посадкой, я буду орхидею замачивать в фитолавине. Это биологический фунгицид, который содержит также в себе антибиотик. Он мне нравится, этот препарат, он у меня есть, ребят, в наличии, обращайтесь. Мне помогает и также помогает моим орхидейкам. Можно брать любые фунгициды. В моем случае это может быть фитолавин, привикур. Вот и эти два препарата, ну, которые, так скажем, средние. Я их использую. Если у вас таких препаратов нет, можете брать топаз, скор, витарос, ну и там множество других. Ну и также не нужно брать на данный момент, допустим, фундазол, потому что это очень сильный фунгицид. Его нужно использовать уже в крайних случаях. Фитолавин используется 4 мл на литр воды для лечения. А для профилактики 2 мл на 1 литр воды. Погружаем сюда орхидею на 30 минут, пока ничем вот эти всякие места я не обрабатываю. Буду обрабатывать чуть позже максимум, ну там посмотрим. И почему я перед посадкой решила замочить орхидейку? А все лишь потому, что, ребят, у нее сейчас идет активная корневая гниль. Но мы это сами видели по корням. К примеру, вот этот корешочек. Он, видите, вроде бы тверденький, все такой нормальный, но он сам по себе гниет. Это я здесь уже, конечно, отрезала до здоровой ткани. А он все вот гниет, гниющий. И такие орхидеи необходимо усаживать. Вот прямо сейчас мы будем вместе с вами усаживать в сухой грунт. С активной корневой гнилью в мокрые грунты садить нельзя, потому что эта гниль, она далее пойдет прорастать именно в мокром грунте. Все, отставляем орхидейку, пусть стоит, и далее будем ее лечить. 30 минут у меня прошло, и орхидею достаю. За это время сразу видно, какие корни у орхидеи хорошие, здоровые, нормальные. А какие, ну, видимо, гнилостный процесс. Вот, допустим, вот у этого корня, вот даже вот сейчас можно убрать филамен.
подпорчены. А далее я снимать его не буду, лишь только потому, что на низу, посмотрите, при том, что корень посередине испорченный, хорошие, нормальные корни. Я его, конечно же, оставляю. Фитиловин я слила, мне больше не нужен. И теперь, конечно, необходимо вот эти все места, их спрятать, то есть прикрыть каким-то препаратом. Я думала Максимом, но что все время Максим, да фундазол. Сейчас я могу свободно применить вот такие биологические препараты, именно фунгициды. Это содержит бактофит Bacillus subtilis. Это триходерма вириде, также биологический препарат. А это инсектобактерин, мне, ребят, понравился. Вот можете у меня покупать, можете где-то приобретать хорошие препараты, вот прям советую. И останавливает, ну вот даже такую гниль тоже может остановить. Янтарная кислота плюс хитозан в нем есть. Можно прикрыть именно вот эти места среза, не обязательно тяжелой артиллерией, такими как Максим, чем-то там еще. Можно без опаски брать именно биологические препараты, потому что именно на стволе и те места, где были листья, там нет ничего гнилостного, нет ничего плохого и вредноносного. Можно, значит, поработать и с биологическими препаратами. А если бы у нас вот прям что-то гнило, что-то портилось по стволу, там бы уже, конечно, необходимо было бы брать именно Максим либо фундазол. Чтобы мне столешницу не измазать в данном препарате, он все равно идет сухой, как порошок. Но ладно, пусть сюда все это хорошее, биологическое, потом уже падает. И вот так, ребят, этот порошочек, пока здесь все влажно, я просто-напросто его наношу. Тут он, правда, проблематично у меня здесь ложится. А я, знаете, как поступлю? Я его в виде вот такой вот кашицы здесь растворю. И уже буду все места примазывать. Получилось немного жидко. Еще добавлю бактофита. Вот сейчас в самый раз. Густой такой, хороший. И начинаю уже работать также везде, по всему стволу. И даже, кстати, вот эти места, где у нас были цветоносики, их необходимо также прикрыть. Это живая рана, чтобы туда ничего не проникло. И вот такие вот тоже биологические препараты, которые я вам сейчас показала и назвала, они никакого вреда орхидеям не несут. И даже вот эти корни, ребят, которые мы вместе с вами сейчас подрезали, их также необходимо будет прикрыть данным препаратом. Все хорошенечко везде промазала. И оставляю орхидею до полной просушки. Мне необходимо, чтобы перед посадкой вот это все, а в основе места среза, они хорошенько затянулись. И, ребят, что хочу сказать, у вас, если вы решили прям конкретно плотно заниматься орхидеями, аптечка, она обязательно должна быть. Вы ее также можете в полном объеме приобрести. У меня есть все. От фунгицидов, стимуляторов до вредителей, от вредителей, грунтов. В общем, все, что необходимо, даже скальпель. Природные биофунгициды. Что лишний раз, да, там какой-то химией орхидею пичкать, раз примазали каким-то природным, естественным и натуральным. Прошло у меня 3 часа. И можем наблюдать вот такую картину, что шея у нас подсохла. И корешочки они также подсохли. Ребят, заметьте именно вот что. Видите, хорошие, здоровые корни какого цвета. Они серенькие, такие слегка зеленые. А вот эти корни, ну вот этот, например, корень. Этот, ну его изначально видно, что он не айс. В общем, вот эти вот корешочки, они, ну, я так предполагаю, что гнилостный процесс и какая-то грибковость в них живет. Конечно, буду надеяться на то, что пролечив орхидеи препаратами, я смогу это остановить, но надежды на такие корни у меня мало. На момент пересадки я вам все-таки расскажу свою теорию, в итоге к чему я пришла, что привело орхидею вот к такому состоянию.
В общем, посадка будет обычная, в обычном вот таком вот стаканчике с отверстиями. И на дно я буду укладывать кокосовое волокно, для того, чтобы была хорошая аэрация, ну, хорошая воздушная прослойка. Ребят, в наличии также у меня волокно есть, приобретайте. Прям орхидейка моим вообще полюбилась. И мне тоже полюбилась, поэтому я его стараюсь теперь почаще использовать в посадке. Сейчас вне камеры примерила. Кокосового волокна у меня много, корневая туда поднимается вся кверху. Не заходит, поэтому я его уменьшаю. И буквально вот столько волокна добавила. Беру ее старый грунт. Ничего страшного в этом нет. Я это практикую, даже когда откровенно гнилостные процессы. Это посадка свежий грунт, хороший. То, что здесь есть, даже какое-то корневое, грибковое, да бог с ней. Убьем вообще без проблем. Сейчас-то я уже за эту орхидею возьмусь и доведу ее, конечно, до ума. Все, на дно вот так немножко буквально волокно прикрыла кокосовое, даже много положила. А с другой стороны, зачем оно мне здесь нужно? Не буду я сюда ничего на дно укладывать, пусть корневая дышит. Если сейчас положу на низ еще грунта, ну не то чтобы заглохнет, но все равно без грунта будет намного лучше воздух проходить. И аккуратненько уже сюда всю корневую умещаю. Вы представляете, объем того горшка было 1,8 где-то литра, а объем данного горшка 0,5. Вот настолько потеряла корневую систему. И, ребят, в итоге-то что я вам хочу сказать, к чему я пришла. Хожу и думаю, в итоге-то что же случилось. Я-то как бы в начале видео вам говорю одно и ругаюсь на фитиль, а с другой стороны думаю, ну вот те девочки, которые мне, мои подписчицы, спасибо вам вообще ничего против не говорю, это моя, конечно, вина. У них же ведь получается растить. По каким-то причинам они же растят свои орхидеи, полив у них там хорошо совершается, все у них нормально. А у меня что пошло не так? Вот что. И нужно обязательно любые ваши ошибки, любые ваши какие-то косяки, их анализировать обязательно, чтобы в будущем такие ошибки уже не совершать. В общем, вот он, ну вот оно кашпо, вот она орхидея. Изначально, когда я орхидею пересадила в это кашпо, я поливала, я ее просто проливала. Вот проливала понемногу. Я так делаю, когда у меня происходит взаимодействие с корневой системой, я их не погружаю, их просто проливаю. Все, ладно, вот проливаю их до тех пор, пока не вижу, что все с ними нормально. После того, как я ее проливала, я стала замечать по орхидее, что она теряет тургор. Ей этого полива не хватает. Горшок тоже прозрачный, да, и достаточно там все хорошо было мне видно. И я также видела, что корневая, она у нее в принципе прорастает, она чувствует себя как бы нормально и приживается. Ну ладно, думаю, если тебе пролива не хватает, теперь я тебя буду погружать. И начала ее орхидею погружать. И смысл-то именно в том, что ошибка-то моя какая оказалась в итоге. Вот этот горшок, это двойной горшок. И не каждая орхидея вообще любит вот такие вот горшки. Это, ну, также можно сказать, по типу закрытой системы. Закрытая система, если ты посадил, ну, либо ты отверстие сделаешь, либо ты куда-то в другое место будешь ее пересаживать. А этот горшок можно было оставить вот так. Но я орхидею содержала в горшке, у меня же фитиль. Для чего я здесь, да, ее усаживаю? У меня фитиль, чтобы здесь была влажность, и мне лишний раз не приходилось орхидею поливать. И после того, как я замечаю, что ей такого полива не хватает, я ее погружаю. Потом местами тоже где-то смотрю, грунт просох. Я же всегда орхидеи поливаю, когда 2/3 просыхает, ну вот так, а на донышке влажно, и уже совершаю следующий полив. Здесь, видимо, вот в этом кашпо при влагоемком грунте влага держится очень долго, вот прям очень и очень долго. И случилось так, что вот эта корневая система, которая находилась на низу, она находилась в постоянной влажности. Та корневая, которая находилась наверху, она находилась в постоянной сухости.
Это, ребят, говорит о том, что либо мне необходимо было орхидею постоянно полностью погружать, либо мне необходимо было орхидею просто лишь вот так вот содержать, ну и ставить какой-то поддончик, чтобы низ он хорошо циркулировал, аэрировал, ну, в общем, чтобы вся эта корневая дышала система. Либо, как моя подписчица мне одна подсказала, что вот здесь вот необходимо было бы, ну, сделать отверстие, чтобы также весь этот воздух выходил. А я вот как посадила, так и все, в принципе. Ну и сидит она у меня там. И загноила ей низ, ей загноила. Может быть, еще тот самый тоже фитиль, что он напитывал влагу. И вот до этого уровня где-то влагу держал, а верх-то самого фитиля он был сухой. Туда вода не уходила. Может быть, я не знаю. Так что вывод я сделала такой, что подобрала для нее неправильное кашпо. Либо в этом кашпо я могла орхидею содержать, но уже вот так содержать и поливать методом погружения. Может быть, это, ребята, сорт такой. Я вот честно, до сих пор у меня вот в голове много мыслей. А если это? А если так? А вот так и сяк, и вот как-то вот такой случай, да, что я почему-то не могу прийти к единому целому. Но вот единственное, что я смогла придумать и найти, в чем моя ошибка, это вот именно неправильный полив в таком кашпо. Но у меня есть орхидеи, которые содержатся в таком кашпо и растут вообще прекрасно, замечательно, нормально. А эта орхидея, может быть, она не водохлеб, а может быть, она воду не любит сама по себе. И столько количества воды и влаги ей не нужно было. В общем, ладно, посмотрим сейчас. Раньше же она, кстати, жила и была вот в таком нормальном стаканчике. Было все нормально, кстати. Еще может быть такой момент, что орхидея была пересажена в начале сентября. Ну, видимо, я посмотрела на орхидею, у нее активная корневая, и решила ее пересадить на зиму. Правильно, вообще, по идее, правильно говорится, что вот такие посадки необходимо совершать весной. Весной же все просыпается, все вот пробуждается. И если вот прям ручонки-то чешутся, нужно подождать до весны. И сейчас зимой можно пересаживать, конечно, орхидеи, когда вот прям экстренные ситуации, как что-то бы заболело, что-то это, либо они у вас содержатся на стеллажах и на хороших, нормальных подоконниках, где не холодных. Мой случай какой также, что могло привести именно эту орхидею. Посажена в сентябре, октябрь. В ноябре я стала замечать, что у нее начали, ну, вот листочки как-то морщиниться уже прям. Не то, что просто она пить хочет, а вот прям морщиниться. И тогда я начала понимать, что орхидея, видимо, не успела к зиме приспособиться, адаптироваться и нарасти корни. Такой вариант тоже мог быть. И дальше уже, конечно, сподвигнула к этой болезни мой холодный подоконник. На это я теперь тоже грешу. Если бы, ну, она была бы пересажена, допустим, по весне, там, лето, осень и уже к зиме за полгода, она бы все себе вообще нарастила. И она бы, возможно, зиму прожила, ну, без проблем. А здесь не хватило, может быть, не знаю, в общем. Скажите, ребят, мне свои предположения. Интересно было бы вас послушать. Иногда вот смотришь видео и читаешь ваши комментарии, и понимаешь о том, что действительно ваши советы, они мне также необходимы и нужны. Очень нужны, очень годны. Какие-то вот прям мне советы дают хорошие. Что я сейчас хочу ей предложить? Я на дно туда положу вот такой биологический фунгицид, прям так и написано, биофунгицид, который содержит триходерму харцианум. Сейчас, ребятки, вот прям стоит у меня орхидеечка рядом здесь. В ней заложена та самая триходерма харцианум. Про нее, про эту орхидею вы можете посмотреть вот в этом видео. Она была у меня, шла на продажу. Изначально, если вы посмотрите, вот у нее было всего вот этих 3 листика. 4-й сейчас она наращивает. И вот листы-то были, ну вот даже, наверное, похуже, чем вот они вот прям вообще вот так вот все упали, как уши с панели, прям вообще ситуация, ну, может быть, даже где-то подобная этой была. Все вот упало, корневой внутри у нее также не было, только лишь вот эти вот поверхностные, которые успели нарасти. Я ее сюда пересадила, таблеточку глиоклидина я туда положила.
Все, больше никаких фунгицидов к ней не применяла. С момента пересадки прошло почти 2 месяца. 23 ноября была пересадка, ребят, посмотрите. Корни растут как на дрожжах, прям начинают рвать ствол, рвать и метать, хотя ствол вон тот, он вообще такой тонюсенький, малепусенький. И корневая внутри грунта, она не пострадала нисколько ни разу, ничего не гниет, и я ее содержу сейчас именно во влажной среде. Раньше я просто водичкой проливала, потому что я не знала, как корневая отнесется вообще к данной посадке. И сейчас содержу вот в такой влажной среде. Здесь у меня водичка стоит на реанимационном теплом окне, все нормально. Харцаном она должна содержаться во влажной среде. Если будет засуха, она просто там-напросто работать не станет. Вот он результат. Вот он препарат. Ребят, рекомендую, советую, в наличии есть. Обращайтесь, если что. Также мне его посоветовала моя подписчица Надежда Яковлева. Спасибо тебе в очередной 100-й раз за эту подсказочку. Она таблетка, здесь 100 таблеток, представляете? На 100 растений так и написано. Расходуется одна таблетка на 300 миллилитров грунта. У меня здесь 500. Значит, я сюда положу всего лишь одну таблетку. Вот так она выглядит. Можно в любое место. Ну, давайте, куда кинем? О, сама легла. Но я хочу ее поближе к стволу, туда вот подтянуть к середине, чтобы... Ну ладно, уж все упало куда-то. Куда-то упало, куда-то провалилось. Сейчас орхидея, я, конечно, на нее посмотрю, как она себя поведет и вообще, что с ней будет в будущем. Но я предполагаю ее, конечно, обязательно лечение, ребят, обязательно. Корневая гниль, как мы видим, она еще не до конца приостановлена. И буду лечить ее фитоловином. И сразу же положила ей таблетку природную. Фитоловин природный, это природно. Их совмещать можно. И если буду видеть, что ситуация как-то у меня ухудшается, мне не помогают эти биопрепараты, я уже буду брать более тяжелую артиллерию, а это у меня привикур, который я также активно использую, нахваливаю, и он спасает и выручает мои орхидеи. Видите вы здесь цветоносик, я его пока не запечатываю, ничем не закладываю. И вот еще один цветоносик, также от него отодвигаю, пусть просыхает. Вода, если сюда попадет, место среза еще, но не до конца все равно просушено. Желательно сутки прям бы орхидейку просушить, но у меня нет времени, у меня время очень сейчас, очень-очень поздно. И знаете, в такие моменты, когда время позднее, и ты тут что-то ковыряешься, что-то копаешься, там видео записываешь, и, конечно, вот с одной стороны так думаешь: Лена, а вот оно тебе надо вообще, оно тебе надо. Зачем? Ну, конечно, понятно, что у них в комментариях мои любимые уже, вот прям, девочки, спасибо вам огромное, что вы пишете мне такие хорошие комментарии, прям жду от вас, жду, что вы мне что-то напишите. А с другой стороны, я не знаю почему, и прошу вас в качестве благодарности делиться в каких-то, может быть, группах, там, Viber, WhatsApp. Вы же все равно где-то находитесь, где-то сидите. Допустим, у вас тема идет какая-то там, ну, разговор, и, там, не знаю, корневая гниль, да. Вы раз ссылочку скинули с моего канала. Все равно же это информация очень полезная. Но я считаю, что мой канал вообще в целом он полезный. Помогите мне развивать мой канал. Я тоже тут изо всех сил, что могу, то делаю. Но все равно как-то люди не особо почему-то идут. Может быть, приглядываются, может быть, еще не до конца понимают, в чем вообще суть, откуда у нее столько загубленных орхидей. Но опять же, не то, что половина, основная масса именно вот таких вот орхидей, это на продажу. Я их продаю. Сейчас начнется март, начнутся опять поставки орхидей, и пойдет у нас. Ну, дай бог, чтобы в меньшем количестве. Поставила вот так кверху для того, чтобы листики обязательно при реанимации, это тоже стояло на опорах, должны быть кверху. Когда вы
Ну, вообще даже орхидея сама прогоняет лучше все питательные вещества и сок по листу, когда он стоит кверху. Если вот листья упали вниз, это будет ей намного сложнее и тяжелее все пронести по листу. О дальнейших своих действиях я вам уже рассказала. Ставлю ее на реанимационное теплое окно. Полив у орхидейки будет грунт, он вроде бы и сухой, но не до конца он еще, конечно, чуть-чуть слегка сыроватый. И чтобы мне просушить корневую взаимодействие, все равно с корневой было взаимодействие, даже шея было, потому что я даже немножко там шею подстригала. Хотя бы в идеале еще сутки-двое ее здесь просушить. Пусть до конца все то, что мы убирали, удаляли, оно высыхает. Пройдет 2 суток, и за это время я также увижу, что здесь грунт, он сам по себе просох. И тогда я буду орхидею проливать. Пусть сейчас у меня заложена таблетка харцианум, триходерма харцианум, которая любит влажную среду, но я не могу в полной мере поливать так, как необходимо этой таблетки, потому что я корни загною до конца. Я лучше возьму препарат фитоловина, я ее буду проливать. Абсолютно в каждый полив. А полив у меня будет ровно тогда, когда просохнет грунт. Я не знаю, ребят, когда это будет. Через 2, 3, 4, 5 дней вообще даже не представляю. Потом, как только я увижу, что здесь все устаканилось, корни не гниют, спокойная, стабильная ситуация, тогда я буду орхидейку содержать вот по такому же типу. Оставлять здесь водичку, чтобы была постоянная влажность и чтобы эта таблетка работала и действовала. И вот так помогла мне нарастить корешочки. Еще чуть не забыла сказать такой момент. Тургор-то у нее ведь плохой. Единственное, что, конечно, можно, это приложить сюда ватные диски, что-то еще, но ни в коем случае мне нельзя сейчас орхидею помещать в пакет для наращивания тургора. Нет. У нее внутри корневая гниль. Как вы даже видите, я сверху ничего не стала укладывать, никакого мха. Как, допустим, здесь. Потому что здесь корневая система, она была более стабильной, нежели тут. Мы все равно видим, что местами есть гниль. И если я сейчас все это уложу сюда, мох сверху, получится ровно такая же ситуация, что влага будет задерживаться внутри грунта, будет все там оставаться и провоцировать еще больше орхидеи на корневую гниль. Именно корневая гниль, она очень любит влажность, любит вот прям, чтобы там было болото, и тогда она будет вообще прорастать во все стороны, куда хочешь. Поэтому никакого здесь грунта сверху в виде мха не будет. Могу уложить уже, но, конечно, в будущем, когда все разрастется, прорастется, дай бог. И может у вас также возникнуть именно тот вопрос, почему я некоторые корешочки, вот эти даже гнилостные, не стала отсюда убирать. Надежда у меня на них есть. Вот даже вот этот корешочек там такой не очень. Надежда есть именно в плане того, что корневая гниль остановится, и этот корень может пойти дальше в рост. Как я ранее вот этот показывал, он уже в середине гнилой, а далее у него прорастает корневая. Так что зачем? У него и так мало корней. Сейчас еще начну все рубить, и в итоге я вообще получу пипец какую реанимационную. Сейчас еще более-менее есть шанс на то, что она побыстрее адаптируется. Но то, что она совсем не адаптируется, я, конечно, такого не представляю, потому что я в себе уверена в своих силах и знаю, что я смогу ей прекрасно помочь. И был у меня как-то интересный такой один комментарий по поводу, подобие вот этой вот орхидеи. Девушка одна писала, что вот, Елена, вы, конечно, мастер, да, их тут восстанавливать, реанимировать и все такое. Вы сейчас их, значит, здесь губите, вот до такого состояния доводите, а потом их героически спасаете. Я, наверное, ржала, не знаю, весь день. Как никакая ситуация, я сейчас мужу говорю, ой, муж, сейчас пойду героически спасать. Там какое-то видео иду записывать, муж, ну что, опять героически пошла кого-то спасать. Но знаете, и смех, и грех. Вот если честно, я-то о чем хочу сказать, что я могу орхидеи доводить вот до такого состояния лишь только для того, чтобы им дать самим восстановиться.
в том грунте, в котором они изначально сидели. Я не приверженец того, что увидела корневую гниль, все попёрло дергать, что-то вытаскивать. По моему личному опыту это намного хуже и приводит к быстрой потере, еще к быстрой потере корневой системы и в итоге вообще в реанимацию. Я жду какое-то время. Я смотрю, наблюдаю. Также, допустим, начинаю именно в этом грунте ее лечить. И если я вижу, что со временем все равно с помощью всех моих манипуляций орхидея становится еще хуже, и она теряет тургор, но все, ждать уже некуда. И точно самое с этой орхидеей. Изначально же у нее все было хорошо. Она же вот корни наращивала. Все у нее там прорастало. Потом со временем начал тургор теряться. Я ее поливаю уже, меняю полифия другой. Не помогает. Я замечаю, что корневая портится, начинаю давать ей фунгициды. Тоже не помогает. И вот именно, дошло до такого состояния, что вот листья у нее сильно заморщинились. Ребят, поверьте мне, это ерунда. Вот если честно, восстановление тургора, вот прекрасно. 2 месяца все стоят, лопухи, даже вообще ничего нет, еще плюсом новый листик наращивается. Восстановить тургор намного легче, нежели саму корневую систему. Но при правильном уходе, уже при лечении, при реанимации, при правильных поливах, препаратах и все на свете, они легко начинают восстанавливаться. Поэтому учитесь на моих ошибках, свои ошибки не сотворяйте. И будет счастье вам и вашим орхидеям. И вот еще стою и соображаю, ищу оправдание моим действиям, оправдание орхидеи вообще в ситуации в целом. Получается, в начале ноября я заметила, что орхидейки становятся плохо, начинают, терять тургор. И в ноябре-то уже холодно, прохладно. В то время у меня подоконники еще утепленными не были. Видимо, в тот момент орхидея подхватила, вот этот холод. Стояла вода в нижнем уровне, она всегда там, в любых посадках в основе это нижний уровень, где скапливается большое количество влаги, и в середине. Нижний уровень грунта, он у нее начал подмерзать, а соответственно, когда подмерзает грунт, когда подмерзает вообще вот эта вода, и начинает портиться корневая система. Начинает портиться корневая система, и, соответственно, орхидея в целом начинает болеть. Вот именно такая ситуация, с ней, так скажем, неординарно, что именно низ подгнивший, а верх он у нее, он где-то нормальный, где-то подсохший. Стояла на холодном подоконнике и подмерзла. И в заключение хочу сказать, дорогие мои зрители, прошу меня простить, понять и простить. Ничего, ошибки, они должны быть, это наш опыт. Методом именно проб и ошибок, тем самым мы набираемся опыта, и мы больше начинаем понимать орхидеи, уход за орхидеями и вообще наши условия, наш климат в квартире, какой он должен быть. Сейчас я подоконник в кухне вообще полностью переделала. На днях я переделаю в зале и уже буду вам хвастать своим новым изобретением. И думаю, что в этот раз у меня орхидеи уже не будут мерзнуть. Конечно, большая вероятность того, что случилось с орхидеей, это именно холодный подоконник. Всем всего самого доброго, ребят. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.